Для этого пирога нам понадобится 2 яйца. К яйцам добавляю 1 щепотку соли, 120 граммов сахара. Для прекрасного аромата добавляю 1 чайную ложку ванильного сахара. Теперь эти ингредиенты нужно хорошенько перемешать, чтобы сухие продукты растворились в яйцах. Это можно сделать при помощи миксера, но и можно просто воспользоваться венчиком, как я. Дальше в тесто добавляем 200 граммов кефира или белого йогурта комнатной температуры. И снова все перемешиваем. Следующий ингредиент – 80 граммов масла. Сливочное масло нужно растопить на водяной бане или в микроволновой печи, как вам будет удобнее. Также вместо сливочного масла можно использовать рафинированное растительное масло без запаха. Дальше мы добавим в тесто 300 граммов муки. А чтобы пирог был пышнее и воздушнее, мы просеем ее через сито. Вместе с мукой просеем 1 чайную ложку пищевой соды или вместо нее 2 чайных ложки разрыхлителя. Снова перемешиваем тесто до однородного состояния. Тесто у нас получается такое вот достаточно густое, при этом оно очень нежное, кремовое и гладкое. Тесто на пару минут пока убираю в сторонку. Тем временем беру 3 яблока размером немного больше среднего. Удаляю сердцевинки и хвостики. Каждую четвертинку яблока нарезаю на дольки. Готовить наш яблочный пирог мы будем на сковороде. У меня сковорода диаметром 28 сантиметров. Если вы не уверены в толщине дна, простелите его пергаментом для выпечки. Дальше сковородку смазываем по дну и по стенкам сливочным или растительным маслом. Дальше насыпаем сюда 1-2 столовых ложки сахара. Он у нас в процессе выпекания превратится в красивую и вкусную карамель. А теперь выкладываем яблоки. Выкладываем так, как вам нравится. Яблоки, которые не уместились в один слой на сковороде, порежем кубиками. Также отправим в сковороду. А наверх выложим тесто. И если нужно, поможем этому тесту распределиться равномерно по сковороде. И просто накрываем сковороду крышкой. Если вы будете готовить, как и я, на газовой плите, рекомендую воспользоваться рассекателем. Огонь на плите включаем минимальный. И отправляем сюда сковороду с будущим пирогом. Через 35 минут видно, как замечательно поднялся наш пирог, а его поверхность стала матовой. Еще один признак готовности пирога – он сам хорошо отходит от сковороды. Пирог покрываем подходящей тарелкой и переворачиваем. У нас получился такой вот замечательный большой пирог, покрытый сверху вкуснейшей карамелью. Если этот рецепт быстрого и простого пирога был вам интересен, готовьте с удовольствием. А также не забудьте подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы сразу видеть новые интересные рецепты. Спасибо всем, кто ставит лайк и пишет свое мнение в комментариях. Радуйте себя и близких таким вкусным пирогом. Я желаю вам здоровья, удачи и увидимся, как всегда, в следующем вкусном видео.